Всем привет, друзья! Это канал True Kitchen. Меня зовут Лукьянов Петр, и сегодня мы будем готовить лазанью. В одном из видео я показывал вам, как сделать тесто для пасты. Именно это тесто мы будем использовать сегодня для того, чтобы сделать лазанью. Вы также можете использовать уже готовые листы лазаньи, которые продаются в магазине. Сегодня я буду делать из свежего теста, и затем я объясню почему. Делаем луночку в муке. Использую семолу. В муку примерно 170-180 грамм вбиваем 2 яйца. Добавляем немножко воды. Добавляем хорошую щепотку соли. И замешиваем тесто. Сначала вилкой, а затем руками. Ссылочка на видео, где я показываю, как делать тесто для пасты, будет под видео. Я сейчас не буду полностью показывать весь процесс, я лишь покажу основные моменты. Мы получили вот такое замечательное тесто. Накрываем его пленкой, оставляем в холодильнике на полчаса. Пока наше тесто лежит в холодильнике и отдыхает, мы приготовим соус болоньез и соус бешамель. Берем говядину, я взял шею, из этого куска мяса мы сделаем фарш. Для начала моем его. Высушим его бумажными полотенцами. Теперь прощупаем его, посмотрим, нет ли каких-либо хрящей и сухожилий. Режем на части, на такие кусочки, чтобы мясо прошло в мясорубку. Лишний жир срезать не нужно, он хорошо впишется в наш соус. Соус болоньезе готовится из говядины, томатной основы, лука, чеснока и специй. Мясо порезали, ставим в мясорубку, пропускаем мясо через мясорубку. Мы получили отличный фарш. Теперь чистим 3 большие луковицы, моем наш лук, чистим чеснок, пару зубчиков, и также добавляем болгарский перец. Можно делать без него, получится также вкусно, может быть немножко меньше. Можно в этот соус добавить какие-то овощи, которые у вас остались после предыдущей готовки. Соус от этого хуже не станет. Теперь нарезаем лук кубиком. Болгарский перец мы тоже режем кубиком. Чеснок меленько рубаем. Дальше займемся помидорами. Сначала моем их. Помидоры мы будем бланшировать, то есть опускать в кипяток для того, чтобы потом можно было снять кожицу. Перед бланшировкой нужно помидоры подготовить. Делаем насечку на задней части в виде креста. Просто немножко надрезаем кожицу и вырезаем зеленую часть. Насечка на помидоре в виде креста делается для того, чтобы потом было легче снять кожицу. Для чего снимается кожица? Она снимается для того, чтобы в процессе готовки от нашего помидора не отстала кожица во время тушения и не мешала нам есть, потому что она потом становится жесткой и неприятной. А нам нужна лишь мякоть. Сейчас я покажу вам, как бланшировать помидоры. Наполняем кастрюлю водой, чуть-чуть больше половины, так чтобы, когда мы опускали помидоры в кастрюлю, у нас не вылилась вода через край. Ставим кастрюлю с водой на огонь и доводим до кипения. Вода закипела. Теперь опускаем помидоры один за другим в воду и отсчитываем в голове в 15 секунд. Когда примерно 15 секунд прошло, достаем один помидор, аккуратно пробуем снять кожицу. Если она еще плохо снимается, то оставьте еще на пару секунд тот помидор, который вы достали, а все остальные можно доставать. Делать это нужно быстро, для того, чтобы кожица у вас слезла, но сам помидор не начал вариться. Чистим помидоры от кожуры. Видим, как она легко слазит. Это то, что нужно. А сама мякоть упругая. Это значит, что мы не переварили. Если вам нужно помидор в дальнейшем использовать для каких-либо других нарезок, для салатов и прочего, то нужно помидор еще остудить. То есть вы после кипящей воды бросаете помидор в миску с холодной водой, потому что сейчас помидор теплый. Так как мы сейчас помидор будем тушить для соуса, то нам в принципе нет смысла его охлаждать.
Если вы хотите сделать этот соус как можно быстрее и у вас реально нет времени, то можно обойтись без бланшировки. Но получится не идеально. Представьте, что вы соберетесь с семьей, сядете кушать лазанью, и кому-то попадется вот это. Будет неприятно. Поэтому лучше заморочиться, сделать все правильно и вкусно. Помидоры мы почистили. Теперь нарезаем. Нарезка произвольная. Просто на небольшие кусочки. Помидор потом у нас растушится в пюре. Так что с нарезкой не заморачивайтесь. Еще бланшированные помидоры очень круто пахнут. Прям насыщенный такой запах томатов. Кайф. Так и хочется кусочек съесть. Теперь займемся приготовлением соусов. Добавляем масло и в первую очередь отправляем лук. Лук жарим до полупрозрачности, затем отправляем к нему фарш. Добавляем болгарский перец, чесночок, затем добавляем наши томаты, томатную пасту, грамм 100-150, орегано, почти столовая ложка, соль и сахар, чтобы томатная паста не сильно кислила. Теперь хорошенько все это вымешиваем, делаем маленький огонь, накрываем крышкой и оставляем тушиться где-то 20 минут, максимум полчаса. Время от времени посматривайте, чтобы он не пригорал. Тем временем сделаем соус бешамель. В кастрюлю кладем сливочное масло 100 грамм. Топим его на слабом огне, для того, чтобы он не начал жариться. Когда масло растопилось, сделаем огонь чуть-чуть больше. Всыпаем 100 грамм просеянной муки и начинаем активно замешивать. Сейчас нам нужно эту муку с маслом обжарить. Для чего это делается? Для того, чтобы мука отдала свой неприятный запах и вкус. Чтобы когда соус будет готов, у него был приятный, легкий вкус и аромат. Пропорция на соус бешамель очень простая, ее легко запомнить. Всегда на 100 грамм сливочного масла идет 100 грамм муки. Слегка обжариваем. Когда немного обжарили, начинаем добавлять постепенно молоко и замешивать. Молоко нужно добавлять до того момента, когда соус не будет нужной нам консистенции. Сразу говорю, что соус нужно сделать жидковатый, для того, чтобы удобно было потом собирать лазанью. На этом моменте уже можно чуть-чуть подсолить. Смотрите уже, какой получается соус. Нужно получить более жидкий соус. Вот я уже влил литр. И вроде как все. Сейчас посмотрим. Обязательно дождитесь, пока соус у вас прокипит. Потому что если вы добавляете молоко, а соус не прокипит, это говорит о том, что соус сырой, не готов. Он обязательно должен прокипеть. Вот сейчас мне эта консистенция подходит. Но учтите, что чем больше он будет стоять, тем больше он будет загущаться. Все, соус у меня начинает кипеть. Он нужной густоты. Посмотрите, он не прям сильно жидкий, но с венчика стекает. И теперь, когда уже соус не кипит, добавляем мускатный орех. Молотый. Немножко. Нам нужно придать аромат, но не сделать соус слишком горький. О, этот запах пахнет очень круто. Хорошенько вымешиваем. Если мы добавим мускатный орех тогда, когда соус кипит, или до этого, то все его ароматы могут улетучиться, и соус будет не такой насыщенный по вкусу, как должен быть. И все. Соус насыщенный, вкусный,
в меру соленый. Кастрюлю пока что накрываем и ждем, пока дотушится соус болоньезе. Полчаса прошли. Теперь берем давилку для пюре обычную и немножко давим наш соус, для того, чтобы наш помидор превратился в пюре. Все, наш соус готов. Накрываем его и оставляем. Когда наши соуса приготовились, достаем тесто из холодильника, припыляем мукой стол и раскатываем в пласт толщиной примерно миллиметр. Тесто я раскатал в толщину миллиметр, даже где-то полмиллиметра. Теперь нужно порезать ее на куски, подходящие для противня, в котором мы будем запекать лазанью. Я буду использовать вот такой противень и, соответственно, буду вырезать тесто для него. Вот мы примерно разрезали на куски. Нам не нужны будут идеальные прямоугольники. Некоторые куски мы разрежем вообще на несколько частей. Лазанья классическая состоит из 5 слоев. Значит, нам нужно 5 слоев пасты. Делаем кусочек пасты чуть-чуть меньше по размеру, чем сам противень. Для того, чтобы после запекания, когда наша паста увеличится, она не выходила за границы противня. Но, я же говорю, можно так не заморачиваться. Купить готовую пасту, лазанью, и куски выложить. Там будут примерно такой толщины листы. И затем я покажу, как нужно их выложить. Все, примерно 5 листов у нас готово. Теперь будем делать сборку. Пока мы будем заниматься сборкой нашей лазаньи, разогреем духовку на 180 градусов. А в мисочку натрем любой полутвердый сыр. Обычно для лазаньи используют пармезан. Я люблю использовать сулугуни, потому что он очень круто тянется и не такой соленый на вкус. Ну и, конечно же, он немного дешевле. Как же без этого? Сыр я натер. Теперь на дно наливаем немножко нашего болоньезе, для того, чтобы у нас не пригорела наша паста. Если положим первый лист пасты, тогда она у нас пристанет к противню. Немножко соуса. И поехали. Слой пасты. Чуть-чуть прижали. Теперь саусецкий бешамель. Смазываем пасту. Я красивые листы пасты оставляю всегда для верхних слоев, а некрасивые листы либо порезанные, как в моем случае, оставляю на низ. Вот. А если вы покупаете в магазине пасту, она готова у вас в прямоугольниках, вы просто застилаете каждый слой и все. Там все очень просто. Точно так же, как я буду делать сейчас, только готовой пастой. Теперь соус болоньезе. Старайтесь не наваливать очень много соуса. Одного, второго. Теперь сверху болоньезе присыпаем сулугуни. Немного. Для тягучести, но чтобы не было сильно соленым. Теперь снова паста наша. И все заново. Так делаем все 5 слоев. Обязательно делайте зазор по краям, потому что паста увеличится, ей нужно будет где-то оставаться. Иначе, если вы впритык покладете вашу пасту, то она потом вылезет наружу. И хорошенько засыпаем сверху сулугуни. Теперь нам нужно аккуратно сверху накрыть чем-то так, чтобы у лазаньи была возможность немножко подняться. То есть, если, допустим, я сейчас эту форму полностью застелю фольгой, тогда она будет выходить из берегов. Если у вас невысокая форма и у вас нечем накрыть, кроме как фольгой, тогда вы делаете меньше слоев. Делайте 2-3 слоя, не больше. 5 делать не обязательно.
И будет все так же вкусно. Накрываю сверху вторым противнем. И в моем случае шов я заматываю фольгой. Для того, чтобы не выходил воздух и наша лазанья не высохла. И ставим запекаться, повторюсь, при 180 градусах 40 минут. Ставить нужно на среднюю полку в духовке. Снимаем фольгу. Вот. Кайф. Вот это вкуснотищи. Вот такая вот лазанья у нас получилась. Очень нежная лазанья. Вот у нас видно слои наши. Друзья, ну а на этом все. Кому понравилась эта лазанья, ставим лайк, подписываемся. Обязательно пишем внизу комментарий и рассказываем друзьям. Дальше только интереснее.